Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете новые выпуски. Артем Дмитрук, народный депутат Украины, на связи. Артем, приветствую вас. Да, всем добрый день. Артем, важнейшие переговоры в Женеве, интересные подробности, делегации, да, вот российская сторона расширила до 20 человек, украинская прям сфотографировался Буданов на перроне поезда. В общем, много ожиданий, комментариев в прессе вроде как не будет, но пока еще, говорится, не вечер. Как вы думаете, насколько этот раунд разговоров э, примечателен и приближает Украину к завершению войны, и на каких условиях? Есть ли вот эти вводные данные, на которые мы, оценивая Женеву сегодняшнюю, можем опираться? Ну, давайте так. Вы знаете мою, скажем так, общую позицию о том, что реально это не переговоры о реальном мире, это не переговоры, которые вот нас уже прямо приводят к какому-то мирному соглашению. Это моя позиция и мое мнение. Это первое. Второе. Сегодня в Украине существует, скажем так, два основных трека, два основных направления. Это направление Зеленского, террориста Зеленского, который продолжает вести свою линию, да, поддерживаемую определенной воинственной группой Запада. И второе направление, которое действует относительно независимо друг от друга, а вот это направление как раз этого переговорного кейса. Значит, примечательно в этом вопросе, ну, лично для меня, наверное, следующее. Это то, что с украинской стороны, да, как вы уже отметили, в этих, и в том числе в этих переговорах есть не только Буданов, это как раз представитель этого второго вектора движения в Украине, но и Арахамия. Арахамия это тоже очень важно, хотя бы с той точки зрения, что как и Мединский с российской стороны, это участники, которые были еще с 28 февраля 2022 года, то есть это когда были первые прямые переговоры между Россией и Украиной в Беларуси. Да, но, собственно, то, о чем я говорю, получается, не все пазлы еще совпали, и когда я говорю о том, что реальные переговоры должны проходить в Минске, в лучшем случае в Москве, да, Минск можно, конечно же, использовать, и Александр Григорьевич будет только рад этому как предварительный этап, то вот как раз эти переговоры можно воспринимать как возможный очередной шанс на дальнейшее нормальное развитие этого процесса. Также Мединский был и в марте 2022 года, и в марте-апреле 2022 года. И то, что он есть сейчас, это очень положительно и хорошо. Но вообще сам Мединский – это достаточно весомая фигура в устройстве, в политическом устройстве Российской Федерации. В этом случае, знаете, Александр, было бы правильно, конечно же, и чтобы с украинской стороны были подобные фигуры. У нас просто Мединский, он является доктором и исторических, и политических наук, вот, человек, который написал не одну книгу по истории там, и так далее. И в этом случае вот в переговорной группе было бы правильно, конечно же, в совершенно другом формате, чтобы, например, в украинской стороне был бы такой человек, как, например, Кость Бондаренко, да, который выступает вот у вас тоже спикером. Это было бы правильно. Им Нет, ну было тут бы подождите. им было бы о чем поговорить, скажем так. Это Насчет Мединского как минимум. важное уточнение. Ну, постойте, ну, его же несерьезно воспринимает украинская официальная сторона. Говорят, сейчас будут лекции на 2 часа о том, что Россия готова воевать 20 лет и Да. так далее, и так далее. Наоборот, многие трактуют откат опять к этому формату, да, где глава Мгм. переговорной группы Мединский, откат в доанкориджские времена. Вот именно, да, типа дух Анкориджа выветрился, и вот Мединский. Хотя интересно, что Костюков как бы пошел на понижение в переговорной группе. Он возглавлял в Абу-Даби российскую сторону. Но тем не менее, постойте, ну, Мединского абсолютно несерьезно воспринимают в Украине и пишут совершенно разное о нем.
У вас, наоборот, позитивное ожидание от вот такого главы российской переговорной группы, поэтому я, кроме того, что он еще с 22 года ее возглавлял, вот тогда, когда Борис Джонсон сказал, да, давайте просто воевать, я просто пытаюсь понять, на что вы опираетесь, раз ждете, ну, каких-то прорывов, получается, от Женевы, раз вот такой глава переговорной группы. Я вам скажу так, там смеяться, воспринимать несерьезно, там какая-то часть каких-то там представителей сегодня террористической части украинской власти, она может как угодно, но вопрос состоит в том, что мы как раз и должны вернуться к началу, и должны вернуться к базовым принципам, к основе и к тем переговорным позициям, которые были с самого начала, еще начиная с Минска и Стамбула. Вот, потому что все, что было потом, это уже никак не связано с реальными переговорными позициями и с подходом к миру. Смотрите, я еще раз вам говорю, что я считаю, что это все-таки не имеет глобально не имеет связи с там, наступлением мира, да, вот, в полном смысле этого слова. Но такой процесс, он более реален. Вот я так считаю. Потому что, конечно, если мы говорим о реальном мире, реальных мирных переговорах, то это совершенно другая история, и тут не должно быть двух факторов, двух категорий, как я говорю, двух векторов, там Зеленский тянет за одну историю, там группа Буданова условно, да, переговорная группа подтягивает за другую историю, так не должно быть. В таком формате это сложно. Вот поэтому это вот процесс уже следующий, там, с временным правительством в Украине и так далее, то уже может быть о мире. И опять же, это будет в Минске или это будет в Москве. Все, что происходит сейчас, ну, хорошо, может быть, кому-то это оказаться подготовительным процессом там, к мирным переговорам. Да, это может быть. Почему в Минске или в Москве? Вот очень интересно, вы так упомянули по поводу временного правительства. Так а что это за сценарий? К нему периодически возвращаются. Я вообще заметил тут две таких очень явных истории. Мы вот, как знаете, как кони бегали по кругу. Опять мы забегаем на тему грязной бомбы для Украины или каких-то разработок биологического оружия, оружия ядерного. Через Палантир, да, Палантир говорит, это инсинуации, в общем, это все неправда, это все ложь. Ну, там Блумберг добавляет, говорят, так ЦРУ помогают программное обеспечение вместе с компанией Илона Маска для дронов под Украину тоже Да. разрабатывать с января месяца. И много таких точечных моментов, но в целом, видите, как США это типа переговорщик, это вроде как посредник. Хотя все понимают, что компании американские вовлечены, в том числе и в войну в Украине, и оружие американское за европейские деньги Украина получает или отгружается, да, эти поставки. Важный момент, очень важный момент. Артем, так подождите, если все вот так вот происходит, то это просто получается очередная новая хотелка, как вы знаете, по второму кругу зашли с ядерной бомбой грязной, так по второму кругу зашли с утверждением, что будет в Украине некое временное правительство подшефное ООН или состоящее, или под мандатом ООН, для того, чтобы выборы демократические произвести, перезагрузку в Украине власти произвести. Вообще кажется, как фантасмагория. Но, тем не менее, зам Лаврова Галузин, тоже участник переговорной группы сегодняшней в Женеве, об этом заявил перед встречей. Зачем? Это какие-то торги, это игры? Да, значит, вы здесь упомянули два таких важных, фундаментальных на сегодняшний день вопроса. Первый, который я оставлю сразу, это что касается этой атомной истории, так называемого тяжелого критического вооружения и так дальше. Смотрите, я точно не специалист в этой области, я могу исходить только исключительно из того, что доступно, скажем так, нам в общем формате, в общем доступе информационном. Я считаю, что реализовать подобное сегодня на территории Украины является практически невозможным. И оно не имеет никакого практического и технического применения. Конечно же, скажем так, контрабандисты в Украине способны затянуть на территорию Украины многое,
и даже всякое тяжелое вооружение при необходимости и тем более при поддержке определенных воинственных групп в Европе, да. Но какой будет иметь это смысл, непонятно. И на самом деле с технической точки зрения, еще раз повторюсь, с практической, это не имеет никакого значения и применения, потому что все равно набрать тот ядерный потенциал, тот тяжелого вооружения потенциал, который есть, допустим, там у России, понятное дело, это невозможно ни сейчас, там, ни позже. И что самое главное, что я повторюсь, что в первую очередь интерес Украины – это внеблоковый, внеядерный статус. Поэтому никто на это идти не будет. Сегодня это история исключительно эскалации, которую будет Зеленский продвигать ровно столько, сколько он еще будет полезен в Украине, как один из рычагов воздействия в переговорах на Россию, пока не выстроилась конечная переговорная позиция у США. Я об этом тоже с вами уже не раз говорил, о том, что почему, грубо говоря, там не убирают Зеленского, как бы нам быстро хотелось. Ну, потому что он еще отыгрывает свою роль. Ну, конечно, когда он ее перестанет отыгрывать, мы с вами видим реальные действия. Мы же с вами не сегодняшним понимаем, что когда вопрос необходимо решить, его решают. Значит, пока моя гипотеза о том, что он является полезным идиотом в данном случае, она работает. Вот подытожим, что вопрос ядерной этой истории я считаю нереалистичным в Украине сегодня. Как эскалация, как черные мысли Зеленского, как его там информационное продвижение, да, но не более. Дальше. А теперь с вами переходим к реальному техническому вопросу. Это условное восстановление политического поля в Украине, это так называемое временное правительство. И здесь очень важно, я хочу акцентировать внимание, что это вопрос, это инициатива, это идея о временном правительстве, там возможны разные форматы, она исключительно проукраинская. Это вопрос национальных интересов сегодня Украины. Это то, что сегодня необходимо украинским гражданам. Это идея, возникшая не в России, придуманная не в России. Это наша история, наша идея людей, которые выступают за стабилизацию ситуации в Украине и за мир. Так вот, как она может быть реализована и как с этого процесса, там, условно, что делать Зеленский, например, многие люди задаются вопросом. Так вот, когда в Украине будет относительно восстановлено легальное поле, юридические процессы, то Зеленский с этого процесса выпадает автоматически, потому что его в правовом поле Украины сегодня нету. Что же касается дальше того, что как это будет, вот, внешнее управление и так дальше. Никакого внешнего управления, ну, о том, что сейчас Украина находится и так по внешнему управлению, это другая история. Имеется в виду конкретно внешнее управление, там вот люди приезжают из Запада, из других стран и руководят в Украине. Такого не будет. Будет создано и необходимо создать временное правительство на базе действующей Верховной Рады, действующего парламента, как единственного легитимного и легального органа в стране с встроенной группой, которая будет, значит, делать определенный четко регламентированный контроль и помощь в чем? В стабилизации ситуации в стране, подготовке страны к последующим возможным выборам. Тут важно заметить, что этот переходной период, этот переходной процесс может затянуться достаточно надолго, и на 5, и на 10 лет, до выборов каких-то. Ну, вот. Вообще может в этом, скажем так, и длительное время не быть необходимо. Поэтому сегодня процесс временного правительства, он является более реальным и легальным. А кто его будет? Подождите, как оно, откуда оно возьмется? Ну вот опять-таки, должна быть, опять вы говорите, внешнее управление. Давайте назовем это внешним признанием, да? То есть это должно быть признано. Вы делаете упор на действующей Верховной Раде, которая просто на работу не ходит, потому что у них там... У всех рыльца в пушку, у всех, скажем так, уголовные дела, у всех сопричастность, их выбивают по одному, кто-то в катастрофах
погибает, кто-то под уголовными делами ходит, кто-то просто. Ну, они все подконтрольные. И даже они хором могут заболеть диареей и не прийти перед 4-й годовщиной на работу, закрыть сессию до 24 февраля. То есть, смотрите, идея временное правительство на базе парламента, она ущербна не потому, что, потому что мы смотрим на реальные факты, что из себя сегодня представляет украинский парламент. Да, она может, вам еще раз повторюсь, уже не раз в вашем эфире говорил, что я требовал перевыборов еще до того, как это стало мейнстримом, еще до 24 февраля 2022 года я стоял единственный депутат парламента с протестующими, и этого требовал перевыборов. Но сегодня это единственный формат, который может работать. И депутаты в парламенте будут делать ровно то, что будет представлено этими самыми международными группами и комиссиями. Это первое. Когда будет восстановлено политическое поле в Украине, это имеется в виду, когда будут в Украине выпущены политзаключенные, когда огромное количество людей будут восстановлены в своих правах и так далее, общество, люди не дадут депутатам парламента в таком формате не поддерживать национально ориентированные решения. Это дальше. Дальше я считаю, что в таком формате сегодня в парламенте есть депутаты, которые будут привлечены к ответственности и покинут стены парламента. В парламенте сегодня запасом депутатов для того, чтобы принимать необходимое решение. Это 226 депутатов для обычных решений и 300 голосов для принятия изменений в Конституцию и так дальше, так называемого конституционного большинства. Потом без проблем можно заняться так называемой чисткой депутатов парламента уже в новом формате, сократить их до эффективного количества для того, чтобы они работали исключительно в формате критических уже ситуаций в Украине. Поэтому парламент может работать и будет работать, и это делается для того, чтобы далее не разлагать ситуацию в стране. Так как а раз те, сколько, кто... подождите, сколько этих Да. депутатов и кто такие депутаты? Ну, подождите, слуги, формат монобольшинства, он отпадает как, в принципе, законодательство. Вы когда говорите, что они будут делать то, что нужно там, будут им говорить международные комиссии, то это послевоенная Германия после поражения во Второй мировой и Великой Отечественной. Что касается состава парламента, то я убежден, что в таком формате, конечно же, так называемое монобольшинство, что и сейчас уже является, у них осталось, в «Слуге народа» осталось, мне кажется, два человека, народных депутатов для того, чтобы вышли, и монобольшинство развалилось. Вот такого формата, такого фактора, как монобольшинство в Верховной Раде, больше существовать не будет. Это будет новый парламент, с новым форматом, с новыми группами, которые будут работать. Вот и все. В этом нет ничего сверхъестественного, и мы с вами просто увидим, когда это произойдет, что, оказывается, можно быстренько пройти, переформатировать парламент, можно принимать необходимые решения и так дальше. Что касается послевоенного времени, Александр, так здесь вы очень хорошо подметили, что как раз послевоенное время и требует определенных таких, предельных решений, в том числе, даже если это выборы, то это выборы не могут проходить по тому же избирательному законодательству, которое было до, и формат выборов тоже должен быть другой. Так же, как и действия Временного правительства на базе Верховной Рады, и голосование за новое правительство, за новых министров и так далее. То есть это новые форматы. Также будут приниматься и новые законопроекты и так далее. Это будет, послушайте, этот формат почему удобен и хороший? Не только потому, что он легитимен и легален, а еще потому, что вы только представьте, если сегодня, допустим, необходимо будет разогнать парламент или сразу провести выборы в Украине, вы вообще представляете, с чем столкнется Украина в таком формате? Вот просто с практической точки
точки зрения. Избрать опять 400 народных депутатов, это по всей стране, просто будет, ну, не просто даже такая, но это абсолютно страшное событие. Это будет внутри Так а в страны, чем будет война. страшно? А почему внутри страны должна быть война? Ну, Вот а мне так, противостояние, смотрите, да. мне так очень интересно, это утверждение, оно где-то перекликается с хуцпой Зеленского, который говорит, выходит и говорит, 90% жителей не хочет выборов. Ну вот, понимаете, с чего он это... Ну, 90% не хочет. Каких же украинцев не хотят выборов? То есть, ну вот он так сказал, значит, так это и есть. Понимаете? Точно так же и здесь. Вот если выборы, то будет что-то страшное. Да ничего страшного не будет. Вон россияне говорят, мы один день стрелять не будем. Мы обязательно должны провести выборы в стране, но только после того, как будет стабилизация. Но сегодня, как провести выборы, если сегодня в стране находится до сих пор там Зеленский? Под руководством Зеленского находится огромное количество преступников внутри страны, тех же ТЦК, там, СБУ и других. Как вы представляете проведение выборов, когда человек даже не сможет зайти на избирательный участок, потому что его там сразу арестуют, заберут и так дальше? Для того, чтобы провести выборы в стране, необходима стабилизация. Вот я о чем. Почему эта стабилизация, и единственный путь стабилизации только под международным управлением? И кто войдет в это международное управление? Ну, комиссии, я имею в виду, да, или там Да, надзирательные да. структуры. И зачем это России? Ну, вы знаете, я так немножко, может быть, пошучу, но в каждой шутке есть доля правды. Что, как показывает практика, Россия и Белоруссия в большей степени думают о судьбе Украины, чем украинские власти. Это нужно России для того, чтобы перейти к миру, перейти к нормальным, понятным взаимоотношениям, экономическим взаимоотношениям, в том числе с Соединенными Штатами Америки, и перейти к добрососедской нормальной жизни с Украиной. Это им нужно для мира, для окончания войны. Это первое. Что же касается этой группы, которые могут быть созданы, так скажем, временного правительства и так далее. Ну, в истории, в практике это уже было. Есть мнение о том, что это можно создать там на базе ООН. Это должны быть включены все заинтересованные стороны в эту группу, в том числе и представители и Беларуси, и России, и Китая, и США, и европейских стран, для того, чтобы это было максимально объективно. Также это и включение больших групп, большого количества людей и в избирательном процессе, присутствие на избирательных участках, это если говорить уже о следующем этапе, да. Вот. Поэтому также сегодня же, смотрите, Совет мира. Чем вам не площадка для того, чтобы, если нам, допустим, не подходит ООН, там, ну, ООН там, за последнее время там, не показала какой-то результативности и, возможно, уже устарела в каком-то формате. Пожалуйста, сделайте это на базе Совета мира. Включите в Совет мира всех заинтересованных лиц. Вот и в этом формате можно так провести. Ну, На базе Совета мира. Украина не в Совете мира. Да, но Украина не в Совете мира, потому что в Украине нету легитимных участников. Кто вступит в Совет мира? Террорист Зеленский, который отрабатывает свой срок там, и в один день просто можно проснуться и узнать, что Зеленского уже нету, понимаете? Кто туда войдет? Ну, и сегодня бы могли в Совет мира, и я это предложение значит, отправлял о том, что в Совет мира, который существует, могут войти депутаты парламента, вот, но пока эта конструкция не срабатывает. На самом деле в Совете мира нету Украины только по той простой причине, что в Украине нету представителей легитимных, а Зеленский не может не просто быть. Вот и все. Хорошо. Тогда технически куда деть Зеленского и куда он денется? Но технически, как я уже сказал, что только при переходе к, значит, даже построению этого временного правительства в легальном поле в Украине, в юридической плоскости его нет. Потому что Нет, его полномочия, подождите. юридически его нет. То есть должен свершиться переворот в Верховной Раде. Нет, Депутаты нет должны, никакого переворота. вот эти все, которых я так отзываюсь выше, и народ тоже так же отзывается, они должны как бы осознать, проголосовать, избрать нового спикера. Этот спикер должен выйти и сказать: ах ты, Зеленский, тебя нет, есть я.
И, в общем-то, а кто это признает? То есть тут же тоже такие моменты. И, возможно, это же технически невозможно. Не получится оторвать Зеленского уже от этого корыта, понимаете? Как раз технически это не переворот, и технически это очень правильно. На сегодняшний день, просто как и у граждан Украины, нет ориентира на лидера, который может повести их к освобождению Украины от режима. Также и у парламента сегодня нет ориентира на Западе, ориентира во власти, который бы четко им сказал о необходимости движения. Это не переворот, это правильное, это возвращение к правильности, к нормальности и к законности. Вот, это не переворот. Когда Верховная Рада будет избирать нового главу парламента и полнота власти перейдет в парламент, это как раз возвращение к законности в Украине. Это не переворот. И Зеленского в этом процессе просто нет. А кто его уже будет убирать, там, кто ему что будет говорить? Есть для этого специально обученные люди, которые имеют на это полномочия. Интересно, что опять, да, на момент нашего с вами разговора, опять по Украине сообщают о пуске Орешника. Интересно, что это все приправлено, да, опять это там переговоры, опять это вот Орешник, опять это, в общем-то, всем максимально внимательными нужно быть. Причем интересно, ну вот просто мне интересно, вот как украинцы вот хватают за вот эти фантомные боли страха, и насколько это все-таки сильно. Ведь даже если разобраться, все уже знают, что такое Орешник, все украинцы. Все в мире уже знают, что такое Орешник, потому что его уже применяли дважды по Украине. И тут как бы быть внимательными в случае чего. Ну, только если промахнуться, да, или куда-то, ну, то есть опять возникает много вопросов. Причем дважды эти орешники летели ночью, да, под утро, ночью. Сейчас вот среди бела дня вот запустили орешник, и вот таким образом проводят вот эти, ну, скажем так, боевые учебные тревоги, учебно-боевые, назовем так, да, для украинцев, чтобы держать их в тонусе. Зеленский, у него же есть, вот ему хоть и говорят, что нет карт, но у него есть достаточно большое количество возможностей, чтобы противодействовать. Я вот просто не могу понять, кто может предложить эту идею, находясь в Украине, о внешнем управлении и временном правительстве. Некого же поддерживать с этой идеей. Все очень мобилизованы на войну, на обстрелы, на, собственно, потужность, незламность. И, ну, давайте так, люди выживают, выкарабкиваясь из горя после того, как у них отключают свет, идет попадание по инфраструктуре и тяжелые условия жизни экономические, да и просто физические. Так вопрос о принятии решения о создании там, временного правительства в разных форматах, он и не может приниматься, собственно, в Украине. Да? Для этого и созданы стабилизирующие, скажем так, миротворческие организации, да, по типу ООН там, или новоиспеченного там, Совета мира и так далее. Вот как раз на таких площадках, на международных площадках и принимаются подобные решения, а внутри Украины, как сегодня объекта, который находится в предельной кризисной ситуации, который не в состоянии сегодня самостоятельно решить этот вопрос, и будет послан туда это решение с ООН, с Совета мира, откуда угодно. Понимаете? Смотрите, мы должны с вами понимать такую простую вещь, раз мы уже об этом так глубоко заговорили, что, знаете, вот есть такие мысли, что вот США выходят из вопроса Украины. Там, или там, США никогда не выйдут из Украины, так же, как и Российская Федерация. Для США, как и для воинственной группы Запада, там сейчас немножко разделяются эти категории, вот, Украина всегда будет самым выгодным и самым дешевым инструментом, ну, палкой для битья, кто-то называет там дроном и так далее. Я говорю просто для какого-то там взаимодействия там, или ультиматумом, допустим, для России. Да всегда так будет. Поэтому США никогда не выйдут
без вопросов Украины. Для Российской Федерации Украина это в первую очередь на данный момент это вопрос национальной безопасности, какой будет Украина и кто будет в Украине. Ну и второе для Российской Федерации это, конечно же, вопрос, скажем так, исторический, идеологический и так далее. Вот. Украина может выйти из этой зависимости, и у нее был шанс, как мы думали в 2019 году, когда уровень поддержки у Зеленского там был более 70%, и только в таком подобном случае, когда уровень доверия у власти будет настолько высоким, когда вот это влияние, западное влияние на территории Украины будет, скажем так, уничтожено на протяжении 3 дней, западное влияние, западные щупальцы внутри Украины, да, мы знаем, о чем мы говорим. И на 4-й день, когда позвонят из Белого дома к руководство Украины скажет: да, добрый день, теперь мы с вами вступаем в честные торгово-экономические отношения. Вот. А с Российской Федерацией и с Беларусью тут на самом деле все намного проще. Нам нужен просто один крестный ход и общее учение армии Украины, России и Белоруссии. Вот. И только тогда Украина сможет решать эти вопросы самостоятельно. А пока Украина не субъектна, пока Украина, скажем так, является для этих международных субъектов просто инструментов для разных групп, разного применения. Вот и все. Ну, а вы когда говорите об учениях совместных, да? Да? Ну, это кажется абсолютной фантасмагорией. Вот сегодня Конечно. разошлось интервью, есть такой, ну, он там банкир в прошлом, эксперт экономический, муж одной телеведущей с 1+1, Анистрат, Андрей Анистрат, он потерял сына на этой войне. И вот он признается, что для него окончание войны станет трагедией. Ну, откровенно говорит. Значит, говорит, что война закончится, когда все украинцы будут говорить и думать на украинском языке. И самое поразительное и парадоксальное, что таких людей много ведь в Украине. И Зеленский, давайте так, он их представляет. Вы же видите вот эти все в соцсетях, по крайней мере, так точно, моменты поддержки, моменты, ну, скажем так, признания целей, которые декларирует Зеленский. И абсолютно непробиваемым образом на фоне этого выглядит, ну, вот это коррупционная составляющая, вот эти скандалы. Сегодня вот Галущенко приговорили, он жалуется, негде ему брать 425 миллионов гривен, там это около 9-10 миллионов долларов. И по версии следствия, Галущенко, экс-министр, он там вообще пешка. Ну вот он заработал 9 миллионов долларов на схеме Миндича, и вот ему такой залог пишут, он говорит: это все неправда, у меня нет таких денег. Всего украли там 100 с чем-то, и этот Галущенко, он был не главный. Ну, то есть, а вот людям это показывают, демонстрируют, а им все равно плевать. То есть это как бы коррупционный скандал, это отдельно. Ну, типа, это друзья президента, а вот предали там президента, давайте его еще и пожалеем. А мы вот все равно все за Зеленского. И вот эти люди, у них абсолютно как бы утрамбовалась, что ли, да, забилась мышца патриотизма и, в общем, расслабление пока не предвидится. Да, первое, значит, мы с вами не знаем, пусть я там, мои помощники делаем иногда какую-то совершенно там простую социологию внутри Украины, и она, может, показывает нам реальные цифры, вот, но мы с вами не можем знать, какое на сегодняшний день на самом деле там в процентном соотношении мнение и позиция украинцев. Мы с вами только можем утверждать, что точно большинство украинцев сегодня выступают за мир. Там с разными
интерпретациями этого, да, там, и так далее, и тому подобное. Что же касается следующей истории, ну, вы, допустим, вот вы обладаете уже довольно мощной площадкой и в Telegram, и в YouTube, и так далее. Вот вы же у себя тоже часто проводите опросы и можете провести опросы. И эти опросы покажут вам тоже такую относительно реальную социологию в Украине. И она говорит о следующем, что в Украине вот тех людей, которые мечтают, чтобы война не заканчивалась и так далее, их как и было всегда, так и есть сейчас. Их менее 5%. Вопрос заключается лишь в следующем, что, к сожалению, так выстроилась информационная и реальная структура в Украине, что они, во-первых, могут говорить, во-вторых, им разрешают это дело, их поощряют за это, поощряют. То есть им не просто даже, знаете, многим платят за это деньги, за то, что они говорят за продолжение войны и так далее. Но сегодня вот этот формат, это же такая, можно сказать, выведенная в государственную идею свобода, которая выражена, как я говорю, в ненависти к России. Это на самом деле не обязательно к России. Эта свобода может быть выражена в ненависти к Беларуси или к Венгрии, например. Это уже не так важно. Главное, чтобы было противостояние, главное, чтобы была вот эта борьба. Это самое главное. Поэтому мы с вами сегодня не знаем на самом деле истинно, что хотят в Украине. Вот когда у нас получится, и если это будет сделано в основное политическое поле, когда люди смогут примкнуть к тем ориентирам политическим, которые могут быть во время восстановления политического поля в Украине, мы с вами тогда увидим, что на самом деле думают украинцы. Или вы думаете, что на самом деле сегодня 5% людей могут в легальном политическом поле изменить ситуацию? Нет, конечно. Что же касается Галущенко и же с ними, скажем так, ну, конечно, это большое заблуждение у людей, у спикеров, которые думают о том, что Галущенко там и другие могли работать вне, скажем так, структуры Зеленского, Ермака, там в целом офиса президента. В Украине все структуры, министерства могут работать, могут воровать исключительно по согласованию, по задаче Зеленского, Ермака, там, офиса президента, неважно. Ну вот кто будет в этой структуре. Ну, например, Галущенко и такие, как он, привозили всегда в офис президента там, десятки миллионов долларов ежемесячно. Причем это касается абсолютно всех министерств, присутствующих в Украине, действующих в Украине. Там замминистра или министры привозят в офис эти десятки миллионов долларов. И, конечно, они существуют в одном взаимодействии, значит, в Украине. И без Зеленского, без офиса президента они не могут работать. И деньги они привозят как раз для них. Вы знаете, я когда впервые на вечерних эфирах топовых каналов в Украине в 2020, 2021, 2022 году, я впервые начал говорить о кубометрах газа в Украине. Сколько кубометров газа добывает Украина, какая цена может быть на газ в Украине, что люди могут получать газ абсолютно бесплатно, да, и так далее. Тогда меня уже звали в офис и говорили, чтобы я эти темы не поднимал по одной простой причине, потому что это одна из таких главных наполняющих коррупционных тем, которая всегда была в Украине. Понятное дело, ничего не поменялось и при Зеленском. Артем, ну давайте посмотрим правде в глаза. Зеленскому удалось политически отпетлять от Минтича. Да и Ермак, он, смотрите, как нормально себя все чувствуют пока. Он в Мюнхене выдает очередные экстракты потужности, да, он, в общем-то, дерзит достаточно ярко, выступает, уже там распоряжается судьбой. Ладно, там украинцев.
а и россиян за границей. Тоже ведь интересный момент, мол, давайте, Да. улепетывайте, говорит, матом Зеленский, отсюда. Отсюда это откуда? Это из западных стран. Вряд ли, если уже не прилепилось к Зеленскому вот это воровство, да, вряд ли уже прилепится. Получается, что механизм влияния на Зеленского через уголовные дела НАБУ, операции МИДАС и, в общем-то, Миндичгейта, ну, уже, получается, не работает. Нет, оно не прилепляется только потому, что мы с вами возвращаемся к вопросу отсутствия этого самого политического поля. То есть, грубо говоря, внутри страны нету такого журналиста, как Александр Шелест, который мог бы в большой студии, в живом эфире собрать всех оппозиционных, скажем так, лидеров к Зеленскому, которые бы высказывали и рассказывали о происходящих событиях, и люди не имеют ориентиров на этих политиков. Именно поэтому он может двигать исключительно свою повестку. Это первое. Второе, и как мы с вами тоже уже упоминали, почему эта тема не двигается дальше. Она не двигается потому, что в данном случае трампистам еще не понадобилось продвигать дальше этот вопрос. А как только понадобится, я еще раз повторюсь, он будет решен. А то, что Зеленский выезжает, мы с вами тоже уже сказали, существует две значит, формы в Украине, и одна из них – это индивидуальная позиция Зеленского, в которой он может говорить все, что угодно. Вы знаете, никому еще столько лет пагубной жизни, столько лет употребления наркотиков не повысили умственные возможности, способности и не сделали человека адекватным. Поэтому в этом отношении от него не надо ждать ничего там, положительного или каких-то понятных вещей. Здесь, мне кажется, все более чем понятно. Интересно, что никто не говорит сейчас о мирном будущем в Украине. Говорят о том, что придут, собственно, россияне и нас поработят. Есть такой Алферов, он возглавляет Институт национальной памяти, разошлось вчера его интервью, он четко говорит, что россияне увидели, что СССР-2 не получится, поэтому надо уничтожить Украину. И будет Россия уничтожать именно Украину, а оставит тех украинцев, которые будут ее рабами. Вообще очень сложно вот эту грань провести между рабством, предполагаемым в оккупации, то, что мы, то, чем пугают, и свободной действительностью вот сейчас. Каждый день, каждый божий день уже дошло до того, что трупы подкидывают к ТЦК. Да. То есть это же нужно осознать, что условно, что-то произошло, да, кто-то кого-то, так сказать, умертвил, и подбрасывают туда, чтобы запутать следствие. Ну и понятное дело, да, то есть уже все привыкли. И давай же будут там, условно, неделю-две точно потратят следователи на то, чтобы разобраться, да, а что там вообще это с ТЦК или не с ТЦК это связано. Ну и в это время можно замести другие следы или уйти, или еще что-то. То есть мы живем в стране, где есть преступность, где, имеется в виду, я Украину имею в виду, где есть преступность, где кроме ТЦК есть много других болезней общества, да, и всего. Но просто сейчас настолько затмили вот эти случаи беспредела ТЦК, что это уже используют условно другие даже преступники. ТЦК ведь это армия Зеленского. Да. Так а что с ней будет, с этой армией? Как ты тут впишешь это правительство? Или оно будет подчиняться временному правительству или международным структурам? Вы знаете, касательно подчинения международных структур, вы знаете, я по своей, наверное, такой еще политической молодости, наивности, что ли, когда я, кстати, под арестом, с таким свободным арестом сижу в Лондоне, моя свобода выражена в том, что я сижу в свободной стране под арестом, но это другая история. И я здесь насколько мог,
достучаться там до депутатов местного парламента, до активистов, до общественников, до представителей власти различного уровня. Я им приезжал и показывал, что, собственно, ну вот, смотрите, вот ТЦК, вот они бьют, вот они там избивают, убивают, вот там церковь и так дальше. Я на суде здесь выступал в течение беспрерывно в течение 5 дней, и практически 3 дня я показывал и рассказывал о том, какие преступления сегодня совершает, собственно, Зеленский и Ермак на территории Украины. И вы знаете, хорошо, что это попало в судебный протокол, но касательно того, что вы сказали, подчинение той самой воинственной группе Запада и Европе, то, конечно, сегодня это работает как раз по согласованию, по тому самому согласованию той самой Европы. Давайте дальше немножко о свободе. Подождите, Ну, вот подождите. очень, да. То есть многие же задаются вопросом, почему Запад не видит нарушения прав Да, человека и преступлений ТЦК, потому что да. они, ну, дали Для них это, визу. ну да, да, но нет, это, знаете, смотрите, для них то, что делает сегодня Зеленский, это вполне нормально. Вполне нормально. Они на это, ну, я вам даже больше скажу, у меня были такие ответы, ну, люди такие, знаете, красивые, в очках, такие в галстуках, в троечках мне отвечали, ну, типа, и что такого здесь? Ну, они же не хотят идти воевать. Они же там нарушили закон, вот их и бьют. Я говорю, так это, ну, там, это нарушает там, права человека, там, это... Не, говорит, ну, это другое. У вас война, вот, пожалуйста, те, кто не хочет идти воевать, вот с ними так поступают. То есть здесь, знаете, совершенно другая структура. А почему они должны волноваться по этому поводу? Это же их палка для битья, это же их дрон, который, ну, там, работает на них. Ну, значит, нормально, такой процесс. Поэтому мы и должны от этого максимально абстрагироваться, но это в будущем. А теперь, что же касается этой свободы. Знаете, когда такие подобные спикеры, на которых, конечно, реагировать не хотелось бы, но приходится, касательно свободы. Вообще в Украине, вот мы с вами начали говорить о свободе, выраженной в ненависти, так скажем, к чему-либо, там, к России, к Венгрии, там, Белоруссии и так далее. А вот и нас поработит. Нас поработил только Зеленский и его руководители. А что же касается свободы, так вот, в Украине, да, есть свобода. Никто не может выехать свободно из Украины, в этом выражается свобода. В Украине благами человеческими свободно никто пользоваться не может. В Украине не могут пользоваться ни светом, ни теплом, ни водой. В Украине люди в Украине, Зеленский всех назначил преступниками. Возвращаясь к теме же ТЦК, все в розыске, все преступники. В этом выражается свобода. Ну, по крайней мере, если мы уже говорим о России, я не идеализирую Россию, но в России, по крайней мере, люди могут свободно и учиться, и ходить в те храмы, и в школы, и в университеты, и передвигаться по всему миру свободно. Ну, а у нас люди на сегодняшний день даже учиться нормально не могут ни в школах, ни в университетах, не исповедовать ту веру, которую они хотят. Просто здесь нужно хорошо разобраться, где она свобода и в чем она выражается, собственно говоря. Но в Украине вот свобода выражается даже в недоступности к общечеловеческим уже благам. Да? Поэтому обращая внимание на, значит, разговоры и заявления отдельных спикеров режима, хочется только сказать о следующем. Вот их нужно взять, значит, обязательно записать, запомнить, хотя они на себя уже на себя нормально наговорили, и в будущем обязательно найти для них законное место, где они должны находиться. Потому что это все преступники, которые должны понести наказание. Так же, как и ТЦК. Послушайте, ну в истории это было уже не раз, и абсолютно все представители ТЦК, я не говорю за всех полицейских правоохранителей, потому что это технически будет сделать невозможно, и в стране должна продолжать работать правоохранительная система. А вот что касается сотрудников ТЦК, они обязательно понесут ответственность, обязательно понесут наказание по разной строгости там, своих преступлений и статей, и закона и так То дальше. есть вы Вот. против амнистии для ТЦКшников? Послушайте, есть вещи, Ну, которые... подождите, вы тоже какой-то странный. Против, значит, Да. вы за амнистию против политзаключенных, но против ТЦКшников. У нас уже был такой период, это на Майдане была история, беркутовцев судили и дальше, а майдановцев подвели под... Да всем давать амнистию, чего уж.
Ну, что касается политзаключенных, это довольно сложный вопрос, и там нужна даже не амнистия во многих случаях, а реабилитация людей. Вот. А что касается ТЦК и так дальше, то, вы знаете, оно, конечно, в какой-то степени в вашей проекции может и созвучно с теми действиями, которые проходили на Майдане, но мне кажется, что это несовместимые вещи, и те преступления, которые сегодня совершают, и как я их называю, зеленские, то есть представители ТЦК, они несовместимы, и эти люди обязательно понесут строгие наказания. Ну, так в этом же, понимаете, и вот есть такой парадокс, вот эта дихотомия, то есть никто не может, никто не готов на какие-то вот решения определенные, объединяющие, и Да, никто не готов. Ну вот смотрите, если бы условно Майдан побеждает, там вот этот вот переворот, Янукович убежал, все случилось, все как бы есть, и сказали бы, окей, там, уважаемые беркутовцы и вот эти, которые... Они и так там есть. Вот при Зеленском особенно много вот этих люстрированных со времен Януковича, очень много на самом деле. Они где-то в тени, где-то не отсвечивают, но много повосстанавливались, много именно вот составили опору режима. И это не только про Татарова, там я говорю, из офиса президента, которого, кстати, Буданов и не уволил. А я в принципе говорю, то есть много таких позиций было, и это правильно, но нужно официально и публично объявить одним и вторым освобождение от несения, ну, то есть как бы нулевая декларация общественная, то есть все, теперь с нуля. Получается, что если нет, то тут как бы не очень связано, то есть, или точнее связано, но тоже таким, ну, образом, ловушка, короче, для страны. Ловушка, Артем, потому что, то есть, или прощать, или все прощения, да, или как бы просто другой режим. Но получается так, что люди, политики, депутаты, которые хотят, чтобы пришел кто-то умный, кто-то другой, создал здесь внешнюю структуру и привел их к власти, отличаются только направлениями этих структур. Одни так ждали Россию, другие ждут условный Запад и Америку. В этом-то и проблема украинцев. нет, мы не должны и не ждать, не создавать в Украине ни Запад, ни Россию. Украина – это Украина. Это независимое, как я уже сказал, внеблоковое, внеядерное государство, которое, вступая в добрососедство, в коммуникацию, а позже в крепкую дружбу и с Россией, и с Белоруссией, и взаимодействует с Западом. Вот. А что касается ТЦК, ну, простите меня, Александр, но это как раз тот случай, когда здесь необходимо, значит, чтобы люди понесли наказание по всей строгости закона. Я бы здесь даже не философствовал и не разбирал бы эту тему. Их преступления очевидны, их преступления, скажем так, налицо, поэтому это, скажем так, только время еще осталось у нас подождать для того, чтобы это было исполнено. Ну хорошо, а когда Медведев говорит, Зеленскому ничего не угрожает, пока он продолжает Ну, разваливать это Украину. философия, слушайте, это философия. Это философия, если вам интересно, грубо говоря, что подразумевал под этим Медведев, ну, я думаю, это надо у него уточнить. Нам, знаете, вот я всегда, когда приходил еще на эфиры до 24-22 года, меня всегда умиляли, знаете, заявления и разборы со стороны многих сотрудников там офиса, спикеров, вот что сказала Россия, что сделала Россия и так дальше. Но при этом мы в какой-то степени абстрагируемся от проблематики и вопросов Украины. Нам нужно думать то, что у нас происходит, у нас проблемы, да, у нас вопрос, у нас геноцид украинского народа, у нас вот сегодня Зеленский там, в общем-то, режиме и же с ними уничтожают Украину и не дают ей возможности восстановить мир, восстановить взаимоотношения там и так дальше. Вот это вопросы. А что там говорят в России? Ну, хорошо, знаете, у них есть программа такая, пусть говорят. Мы бы лучше не обращали внимания на то, что говорят в России, а занимались бы своими вопросами. И вы очень хорошо еще начали, значит, говорить о том, что нету объединения, нету единства, но как раз, конечно же, это плохо. Но то, что среди тех людей, которые, скажем так, этой условной партии мира, она же очень большая, да, нету этого единства. Большая?
Да, она большая. Большая партия мира? Большая. Ой, слушайте, а просветите, пожалуйста, а кто в этой партии мира и почему вы считаете ее большой? В этой партии мира на сегодняшний день большинство украинских граждан. В этой партии мира на сегодняшний день я, вы же за мир в Украине, Александр? Ну, Если конечно. вы за мир, если вы за мир, значит, вы тоже в этой партии мира. Вот вопрос только состоит в том, что, ну, видно, еще не пришло время, и эта партия не объединена, скажем так, в одну эту группу. Я говорю партия не как политическая партия, созданная в Украине, да, а как группа будем называть, это группа мира. Она еще не объединена, у нее нету, грубо говоря, конкретных целей, задач, там, регламента и действия. А, конечно, если бы она была создана, то и большинство граждан Украины, у большинства граждан Украины был бы ориентир на это движение. Но, к сожалению, пока этого нету. И тогда бы, возможно, даже и люди могли бы проявить свое конституционное право и смогли бы выйти на протесты и смогли выступить против Зеленского. Сегодня же, на самом деле, у людей просто нет ориентира, на кого ориентироваться, потому что в Украине, но мы же должны понимать, что так называемой даже оппозиции, там, Зеленскому, ее нет. Люди, которые называют себя оппозиционерами, они же такими не являются. Почему? Потому что у них нет предельных решений, предельных действий. Они все, знаете, так, наполовинку. Ну, для того, чтобы не создавать для себя дополнительных проблем и оставаться в этой структуре. Соломея Бобровская публикует свою идею и сообщает, что в Министерстве культуры Украины планируют разработать запрет на печатание и распространение русской и русскоязычной литературы в Украине. Значит, ну, она поддерживает, конечно, это решение, отвечает госинтересам, нужно лишить страну-агрессора одного из ключевых инструментов распространения вражеских нарративов. Как и российская церковь, российская литература должны исчезнуть из украинского культурного пространства. Лучше поздно, чем никогда, добавляет Бобровская. Да. Вы заговорили о крайних решениях. Правильно заговорили. Получается, что у нас... Я почему так и удивляюсь, когда вы говорите, партия мира большая, много, там всех разрознено. Но когда эта сторона предлагает крайнее решение, вот смотрите, это же крайнее решение. Крайнее решение. Они вот даже утвердили в Киевской городской этой администрации памятный день музея Киево-Печерской лавры. Ну, это является как бы... Он соотносится с... Ну, 100 лет назад, когда, в общем, большевики кампанию безбожную начали и забрали лавру, и сделали там музей. Ну, там не музей сделали, им все разграбили, и, в общем, там нарочито поставили туалеты в алтарях. То есть, ну, вот это вот та была кампания, да. Нет веры. Ну, то есть, это крайнее решение. Вот смотрите, наши зеленые большевики тоже готовы к крайним решениям. А партия мира не предлагает никаких крайних решений. Согласен, пока нет. Пока не предлагает. Это проблема. Я об этом, по крайней мере, я об этом заявляю, не стесняюсь говорить. Но сегодня условная группа мира, ее участники не способны на объединение, не способны на выбор лидера, не способны на принятие решений, не способны на своих даже заявлениях там, и так далее. То есть, по сути, просто не способны на формирование. Хотя, конечно, уже запрос давно есть, и он давно появился. Я хочу два слова сказать по Соломее Бобровской. Вы знаете, очень интересно, значит, возлагать такие вот фундаментальные задачи государства, внимание на людей в парламенте, партия партия «Голос» набрала наименьшее количество голосов, то есть имела наименьшую поддержку у граждан Украины при голосовании и при присутствии в парламенте. Это самая маленькая партия в парламенте. И сегодня эта партия еще внутри парламента расколота на 2 или на 3 части. Там одни ориентируются там больше на Соросят, другие ориентируются там больше на кого-то из офиса. И это внутренняя история, там внутренняя
грязное белье. Но я при этом, что просто что сегодня это можно, это поддерживается. Но это не мнение украинского народа, если бы это было в реальном политическом поле. Это мнение, я бы сказал бы так, ну далеко. Правильно здесь будет слово легитимной представительницы украинского парламента. Почему? Потому что легитимность как раз заключается в том, что ее должно поддерживать большое количество граждан Украины. А это, конечно же, не так. Артем Ветрук был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.